друг написал, вот это хороший выпуск, ссылку отправляет с уважаемым JK, и пишет, ты тут молчишь в основном, и все хорошо получилось. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург в нашей по-прежнему и уютной студии, но немножечко со сменой декораций, Саша Карельский и Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Рады вас сегодня видеть в этот пятничный денечек, хотел сказать утро или вечер, но у вас разное время, поэтому, друзья, всем здравствуйте и давайте обсудим самые свежие, самые интересные новости, которые произошли на этой неделе. Но прежде чем мы это сделаем, я вынужден предупредить всех наших друзей, что это первая беседа со 100 тысячами друзей. Нас наконец-то стало 100 тысяч, я вас всех еще раз с этим поздравляю. Саш, ну надо сказать, что кнопку-то мы еще не получили, поэтому, наверное, основное празднование мы проведем, когда у нас на руках будет вот такая кнопка. Угу. Только там должно быть другое название, правильно, Вань? Ну я сейчас могу вот здесь вот этим фломастером другое дорисовать. Вот эту картинку мы можем поставить на обложку, как будто мы уже получили, да? И пусть все гадают, она это или не она. Как так быстро, да? Но пока мы ждем кнопку, я все-таки бы хотел несколько поздравлений в адрес нашего канала от друзей зачитать. Самсунгович написал: поздравляем, самый нормальный канал. И, кстати, из наших блогеров вы первый и единственный, кто в названии ролика написали «Спасибо, Димаш». Это, к слову, про тот ролик, который вышел сразу в день юбилея 100 тысяч друзей. Кто не видел, обязательно посмотрите его по ссылке. Мы сейчас дадим ему подсказку. Вот. Ну а за все теплые поздравления, которые вы адресовали, большое вам спасибо. Алиш написала: Я был уверен, что вы не остановитесь и сможете преодолеть ту моральную боль, которая возникла с «Эхо Питера». Я был подписан и на него. Вы те ребята, на которых были скептические умозаключения, но вы смогли доказать всем нам в правдивости и честности ваших намерений. Сколько людей хотели раскачать лодку, но мы оставались с вами. Мы вам поверили. И сейчас, спустя столько времени, с удовольствием смотрим и делимся, как и прежде, комментариями. Поздравляю вас с заслуженной 100К. Большое спасибо, уважаемый Алиш, или как правильно, Алиш? Да, наверное, Алиш. Спасибо вам за ваш добрый комментарий, очень приятно читать. Друзья, ваши комментарии я тоже для себя отобрал несколько. Вот, например, есть у нас очень уважаемая и зрительница такая, которую я запомнил на всю жизнь, потому что это была одна из первых дир, которых я встретил вживую, вот так. Это Дина KZ. Дина, здравствуйте. Здравствуйте. И вот комментарий от Дины. Дорогие мои, вы в моем сердце на особом почетном месте. Мы все каждый раз, слетаясь на очередной выпуск, обязательно с трепетом и волнением смотрим, сколько нас у вас. Так ждали заветную цифру 100 тысяч. Наконец-то вы показали своих половинок, деток. Я счастлива, что вы появились в нашей жизни. Слежу за вами, радуюсь вашим успехам и новым проектам. Ты знаешь, Фаня, я вообще заметил, что когда мы приближались к 100 тысячам подписчиков, такое ощущение, что наши друзья больше даже нервничали и волновались, чем мы с тобой. Тебе это не показалось? Я почему-то был спокоен, может быть, потому что не первый раз уже. Ну вот, кстати, Султан спрашивает: добра, сердце казаха. Кстати, а где серебряная кнопка YouTube? И мы должны ответить, что, Султан, серебряная кнопка YouTube не появляется вот так вот по взмаху волшебной палочки, ее нужно ждать. И она должна прийти к нам, Вань, с Америки, по-моему, с Калифорнии, да, если мне не изменяет память. Поэтому сейчас ее бережно пакуют, вот, аккуратно пишут название канала, и вот посылочкой прямиком сейчас должна преодолевать те десятки тысяч километров, пока не достигнет, собственно, города Санкт-Петербурга и студии Алга Петербург. Кстати, как ты думаешь, вот запаковщик кнопок на вот этом заводе кнопок в Калифорнии, он, наверное, смотрит такой: так, что такое, опять Петербург? Да. Я где-то ошибся. И начинает проверять, потом такой: это же пацанам из Питера. Знаю эту историю. Ну что же. Людмила написала: ура, снова 100 тысяч, снова за вас радуемся. Спасибо, Людмила.
Спасибо, Людмила. И я думаю, что раз Людмила радуется за нас, то мы можем тоже еще порадоваться о том, что у нас пополнение в семействе случилось, Вань. Мы должны обязательно рассказать, кто теперь паркуется на нашей полочке неподалеку от нас. Я бы сказал, не паркуется, а постоянно занимает место. Постоянно жрет энергию. Да, он какой-то странный, он больше любит нежиться под лучами электроэнергии, чем летать. Но он молодец, пару раз пытался улететь уже, 2 раза, 1 раз врезался в забор, 2 раз в гранитную набережную. Ну, поэтому я думаю, что у него большое будущее. И я подумал, наверное же, надо ему придумать имя. Может быть, он такой непослушный, потому что мы ему какой-то позывной не дали. И вот я думал, что ему, наверное, может подойти Терминатор. О, я думаю, что уважаемый Арнольд, не знаю, как... Не обидится, Арнольд Арнольдович. По отчеству Арнольд Шварценеггер. Арнольд Ага, я думаю, что будет не сильно в обиде, если мы назовем наш дрон Терминатором. Да, для тех, кто не в курсе, у нас в команде появился дрон, теперь он летает, снимает классные кадры, поэтому я думаю, самое время пришло его как-то окрестить, дать ему боевое крещение, название, поэтому пишите в комментариях, мы обязательно рассмотрим все ваши предложения. Знаешь, какое мне сейчас еще пришло имя классное в голову? Рокки Бальбоа. Ты смотрел фильмы про Рокки? Да, смотрел. Он же тоже перед тем, как выиграть бой, он обычно любит набить шишек. Вот мне кажется, что можно что-то вроде Рокки Бальбоа. Ну что ж, друзья, оставляем еще слово за вами, поэтому пишите комментарии. Хочу также, пользуясь случаем, рассказать о том, что на этой неделе, Вань, мы с тобой оказались на индонезийском телевидении. Вот, для меня это вещь новая, неожиданная, поэтому я даже разволновался. Мне так понравилось, но мне больше понравилось не само наше появление, потому что там какие-то были проблемы со звуком, что-то пошло не так, но мне больше понравилась вот вся подготовка, общение с поклонниками, я не знаю, как они называются, я бы назвал их Дирсы Ремар. Для тех, кто не в курсе, Ремар Калиста сейчас участвует в большом классном шоу вокальном в своей стране, в Индонезии. Это самое популярное шоу этой страны, и она попросила нас ее поддержать. Вот, мы подружились с ее поклонниками, вот, весь день общались, репетировали, танцевали и в назначенный час вышли в эфир на обозрение всех индонезийцев, можно так сказать. И да. Рассказали немного о том, как мы с ней познакомились. В общем... Но, к сожалению, все, что услышал ведущий, это то, что мы из Казахстана. Sedikit. Where are you from? Where are you from? We are from St. Petersburg, Russia, and we are here to support our big friend, Rima. Kazakhstan! Wow! Russia! Да. Что, конечно, тоже довольно забавно и приятно. Я вот думаю, что уже 10% в нас вот есть такого казахского духа. Да, ладно, 10 что-то много, да? Наверное, 5 точно. Поэтому, как бы мы с тобой, Вань, не пытались говорить правильно по-русски, все равно нас теперь братья-казахи называются. И, друзья, по этому поводу у нас будет отдельный видеофильм, поэтому не пропустите, постараемся в ближайшие дни вас порадовать этой работой. На канале Эхо Питера, между прочим, уже появился выпуск, в котором я немного рассказал про это. Можете посмотреть, там есть несколько даже кадров с этого мероприятия. В общем, добро пожаловать на канал Эхо Питера тоже. Да, обязательно заходите. И раз уж мы заговорили о передачах, которые уже появились на канале Эхо Питера, на Алга Петербург появилось интервью. Мы подружились с реакционером, который недавно ворвался вот в эту деятельность. Вот, и очень успешно и плодотворно освещает творчество Димаша, делает на него реакции. Его зовут Дмитрий, по нику Сонор. И вот как раз у нас случилось это интервью с Дмитрием, очень такое положительное, содержательное, тоже вот по этой ссылочке можете посмотреть. Мы планируем сделать с Ваней большую беседу с ним, и сейчас уже составляем список вопросов, поэтому если вы хотите, чтобы ваш вопрос тоже попал, обязательно тоже напишите его в комментариях, мы тогда лучше подготовимся к встрече с Дмитрием. Скажите, что вас интересует? Также на канале Алга Петербург я публиковал интервью Улыкпана Жолдасова. Это друг семьи, это композитор,
Это продюсер, который написал... Гитарист. Гитарист, который написал 6 песен, как он признался, для Димаша Кудайбергена. И одна из главных новостей, которая выскочила в этом интервью, что сейчас Димаш активно работает над стилем R&B. Он себя хочет попробовать в этом жанре, прокачать, вот, и делает в нем неплохие успехи, как мне кажется, потому что последняя песня «Be With Me» с его онлайн-диджитал-концерта как раз, мне кажется, в этом стиле. Саш, давно пора, тем более, что вот вся эта индустрия R&B, они, мне кажется, уже там чуть-чуть застоялись, нужна им свежая кровь, свежая мысль. Возможно, вот R&B в таком стиле специальном Димаша с казахскими национальными народными инструментами, вот с его особым колоритом, я думаю, что это будет очень интересно. И вот американцы же любят все R&B. Да. Я думаю, что ни один американец не устоит против вот R&B с таким казахским акцентом. Кстати, недавно Димаш еще сказал, что ему нужно немного вдохновения. Да, под конец недели Димаш опубликовал такой странный загадочный пост, который многих даже разволновал, о том, что вдохновение-то тоже надо откуда-то брать, что работает человек с такой активностью, с такой самоотдачей, столько клипов, столько песен, столько проектов. И, конечно, рано или поздно возникает момент, что нужно где-то взять новых сил, вот, и нужно где-то почерпнуть вдохновение. И я знаю, что многие уже откликнулись и начали ему писать под этим постом, что нужно сделать, чтобы вдохновиться. А у тебя, Вань, есть какие-то рецепты, как можно как бы перезагрузиться, что нужно сделать, чтобы вот... Ну, я тебе могу сказать так, что, например, вот футбол, когда вот бывают такие моменты, когда настроение очень плохое футбольное, знаешь, там проиграешь, там, или может что-то не получаться, то тогда я смотрю нарезку своих голов, лучшие моменты своей футбольной карьеры. И в плане творчества то же самое. Например, когда у меня такое настроение, что нету муза не приходит, знаешь, бывает такое, то я смотрю, во-первых, первое, что я делаю, это я смотрю выступление Димаша на Сингере, потом переключаюсь на наш большой канал и смотрю там многомиллионные ролики. Вот эти все забавные ролики наши я смотрю один за другим, и потом в какой-то момент я понимаю, что все, нормально, восстановился и пошел работать. Но я правильно понял, что ты сейчас поделился таким проверенным рецептом? Да, но я не знаю, мой совет, наверняка он для меня работает. Друзья, можете написать, что работает для вас. А я вот расскажу, что я слышал, то есть я тоже интересуюсь постоянно, и знаешь, вот есть сейчас много всяких тренеров и инфотренеров, которые рассказывают, как вот перезагрузиться. И говорят, что очень здорово отправиться в путешествие, очень здорово поменять круг знакомств, познакомиться с новыми людьми из Петербурга, ну или вообще просто людьми. Вот, в общем, друзья, любая вообще смена деятельности, какой-то отступ в какую-то другую сферу помогает порой, действительно. Очень важно отвлекаться от того, чем ты занимаешься профессионально и долгое время. Вот поэтому, наверное, и появился новый стиль R&B, и если нас ждет что-то такое удивительное, то мы с большим нетерпением хотели бы это увидеть как можно быстрее. Ну а давай, кстати, раз уж мы заговорили о вдохновении, я знаю, что одним из ключиков вдохновения для наших друзей является традиционные уже онлайн-кавер-концерты Алга Димаш. Вот, может быть, есть что-то на повестке дня? Да, слушай, как ты, Саша, хорошо сказал. Уже, кстати, сразу после нашей беседы появится ссылка, где вы, друзья, можете ожидать наступления нашего весеннего, праздничного, посвященного Международному женскому дню концерта каверов Димаша, онлайн-концерт Алга Димаш. Он пройдет завтра, в субботу, 6 марта в 18:00 по московскому времени. Ура! Будем вас всех ждать. Места мы для вас уже забронировали, билеты бесплатные. Все можете садиться в первом ряду, включать звук погромче, можете приглашать ваших близких, ваших друзей, ваших коллег. Можете... Нет, заставлять не надо. Заставлять не надо. Вот, поэтому, друзья, будем рады вас всех видеть. Супер крутые у нас музыканты в этот раз. Есть невероятные эксперименты, которого еще никогда я не видел. Ну, вот первый раз это прям вот что-то из космоса. Есть настоящие дирсы,
который будет петь от всей души, и там такие трогательные были композиции, что я думаю, что до глубины души точно затронет. 6 марта 18:00 на канале Алга Петербург, и ссылка появится уже буквально сразу после нашей беседы. Может, еще такую небольшую промо-вставку. Хорошее настроение и вдохновение гарантируем. На этом все, друзья. До скорых встреч. До свидания. Пока. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.